Здравствуйте! Продолжаем заниматься Kubernetes. Это еще одно видео в плейлист для начинающих. В предыдущих видео мы с вами рассмотрели, что такое под, что такое deployment, и вроде бы все хорошо, но на самом деле мы не учли одну вещь. А как же к этому Nginx, который у нас находится в нашем деплойменте, в наших подах, получить доступ по сети? Вот наш деплоймент предыдущий, который мы с вами делали. И обратите внимание, когда мы говорим про контейнер Nginx, мы видим, что у нас есть 80-й порт, который, в общем-то, Nginx у нас выдает, по которому мы можем к нему подключиться. Но мы этого с вами еще не делали. На самом деле, для того, чтобы получить доступ к этому поду, мы можем напрямую в сети Kubernetes по IP-адресу, а под имеет свой собственный IP-адрес, мы его можем узнать, мы его даже видели, когда делали Describe, например. Мы можем просто по IP-адресу обратиться, и все будет хорошо, мы получим ответ Nginx. Но у нас с вами 3 пода. Как нам распределить трафик между этими 3 подами? То есть мы будем сами ручками то на один IP-адрес, на другой, потом на третий подключаться? Ну, это нехорошо. Соответственно, мы так делать не будем. В Kubernetes есть такая сущность, называется сервис. Он предназначен для того, чтобы получить единую точку входа, единую точку подключения к нашим приложениям, к нашим подам. Соответственно, сервис точно так же в Kubernetes API описан. Вот ссылочка на Kubernetes API, где у нас все есть. То же самое API version, kint, metadata, spec, status. В общем, достаточно похоже с тем, что мы уже с вами видели. И вот самый простой пример сервиса перед вами на экране. Это API version v1, kind сервис, metadata. В метадате мы с вами указываем имя и namespace. Ну, я уже говорил, что namespace можно указывать, можно не указывать. Также по правилу хорошего тона мы указываем метки. Единственное, что... здесь, кстати, ошибочка. Здесь у меня должно быть правильно выровнено, а не так, как было. Значит, мы с вами указываем метки. Единственное, что в предыдущих видео я говорил немножко другие имена меток. У нас было просто name и version. Но потом я вспомнил, что есть же рекомендации, которые прямо в документации к Uber есть. Вот ссылочка на recommended labels. Вот видите, все есть в документации. И тут есть набор меток, которые рекомендуется использовать. Вот их тут всего лишь немного. Поэтому я привел метки, которые я использую к рекомендациям, вот этим, которые были в этом файле. На самом деле абсолютно все равно, как вы будете называть метки. Главное, чтобы вы знали, как они называются и что вы ими пользуетесь. Опять же, если говорить в дальнейшем, когда вы будете, допустим, пользовать Helm chart, то многие метки, например, вот этот app Kubernetes IO, NAM, version, эти метки потом будет сам Helm chart делать, то есть не придется делать руками. Ну ладно, в любом случае метку на сервис я здесь поставил 2 штучки. А дальше у нас идет раздел спецификации. В разделе спект у нас есть раздел селектор, в котором мы указываем лейблы подов. Обратите, пожалуйста, внимание, вот такие лейблы должны быть на подах. Вот здесь выше мы указывали метки нашего сервиса, а вот здесь метки подов, на которые будет распределяться трафик нашим сервисом. Сетевое соединение будет распределяться, сетевые соединения будут распределяться. Соответственно, здесь метки подов. На подах может быть больше меток, ну, допустим, там 5 меток, да, или там 6 меток, неважно. Главное, чтобы были 2 из этих указанных на них. И тогда сервис как бы к этому поду прицепится. Как прицепится, мы сейчас с вами дальше увидим. Следующий раздел ports. Это массив портов, которые обслуживает наш сервис. Ну, сервис, будем так, условно говоря, сервис типа что-то слушает. На самом деле не слушает, там другие механизмы. Но пока так опустим подробности и примем на веру. Вот есть некий порт, который мы открываем сервисом на прослушивание. Повторюсь, это полный бред. Это на самом деле механизм не такой, но для облегчения понимания. И вот здесь в разделе ports мы указываем, какие порты будет обслуживать наш сервис. Это массив. Значит, в нашем случае порт будет 80-й, то бишь к нашему сервису можно будет обратиться на 80-й порт. Наш сервис этот трафик перекинет на те поды, на таргет порт, который там указан. Ну, допустим, 80-й порт там будет у нас в контейнере, как вот сейчас. И у нас будет пересылаться с нашего 80-го, то есть к нам придет на сервис на 80-й, а на контейнер идет, ну, в нашем случае тоже на 80-й. Ну, вот так вот.
Дальше протокол. Традиционно, если вы протокол явно не определяете, то его значение по умолчанию TCP на самом деле можно явно определить. Ну и параметр name, имя сервиса. Тоже не обязательный параметр, но лучше всего сервисам, вернее портам давать имена. Как у подов, так и у сервисов. Там потом в дальнейшем можно делать всякие хитрые трюки, основываясь на именах, а не на номере порта. И, соответственно, поскольку у нас контейнер выдает всего лишь один порт, 80, мы всего лишь один порт здесь и будем пересылать. Ну и в спецификации сервиса мы указываем всего лишь один порт. Следующая важная вещь, которую вы должны знать. Сервисы бывают разных типов. Вот в данном с вами случае мы явно тип не указали. Есть такой параметр type. Можно указать тип сервиса. В данном случае мы type не указали, но по умолчанию у нас будет тип cluster IP. Вот такой тип будет использоваться. Значит, что такое типы сервисов, чем они отличаются, это не наша тема сегодня. У нас сегодня самая базовая база, то бишь самое начало всех начал. А про различия сервисов мы поговорим тогда, когда будем касаться сети в кубере. Там это отдельная большая тема, какие типы сервисов бывают, что там в бэкграунде стоит под этим сервисом, под этим типом сервиса. И сейчас мы просто не рассматриваем. Но в данном случае, вот сейчас, в нашем конкретном случае, если мы не указываем явно тип, это будет тип cluster IP. Я создал отдельный манифестик, вот у нас тут 0.5 сервис YAML, в который я поместил наш сервис. Вот этот deployment остался старый, как в предыдущих версиях. Единственное, он отличается, что я название меток поменял. Да, привел их к фэншуйному фэншую. Но вот здесь я добавил еще отдельный сервис. Смотрите, в одном YAML файле можно указывать несколько объектов. В данном случае это будет сервис, и второй объект у нас deployment. Главное разделять их так, чтобы YAML, интерпретатор YAML, наверное, все-таки интерпретатор YAML, да, или та библиотека, которая будет разбирать YAML в кубере, она поняла, что это два разных объекта. Разделяются они тремя тире. То есть в начале каждого объекта мы просто ставим 3 тире, ну и, соответственно, это у нас как бы разделитель. На самом деле, если говорить про спецификацию YAML, то конец объекта можно вот так вот, 3 точками указывать, что вот, мол, это начало объекта, это конец. Но сейчас 3 точки никто не пишет, потому что, понятно, там, где 3 тире, значит, предыдущий объект заканчивается, начинается новый. Итого, у нас здесь наш deployment, плюс я добавил сервис. Имя сервиса MyFirstNginx и в namespace work. Значит, соответственно, нам нужно его сейчас применить, этот манифест. Традиционно команда kubectl apply, и дальше мы указываем имя манифеста, который мы применяем. Как видите, уже выдается не только deployment created, но и сервис created. Это отдельный объект в кластере кубера, и он тоже вот создается. Но в моем случае здесь unchanged, потому что я уже экспериментировал и старый сервис не удалил, просто поверх него как бы ничего не переписал. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Я использую волшебное слово all у команды get, чтобы она показала нам все, что там есть. Видите, в отличие от предыдущих наших видео, где у нас были только деплойменты, поды и реплика сет, в понятие all также входят и сервисы. И здесь мы с вами видим, что у нас есть сервис MyFirstNginx, типа кластера IP и дальше некие параметры. Мы сейчас вот это рассматривать не будем, это, повторюсь, это еще рано. Пока важен сам факт, что сервис у нас здесь был создан. Сейчас мы подробненько посмотрим, что из себя представляет данный сервис. Как помните, у нас есть команда describe, соответствующая, да, вот мы... Наш сервис, такого-то имя, мы ему делаем describe. Информации немного, но одна интересная. Значит, на что мы здесь обратим внимание? Понятно, что у нас тип, у нас здесь есть. У нас здесь есть target порт, у нас есть порт или порты, которые у нас здесь скрываются. При просто внимание, у сервиса есть свой собственный IP-адрес. То бишь мы можем подключиться к этому IP-шнику и дальше что-то там произойдет. Кроме всего прочего, у сервиса есть такая интересная штука, называется endpoints. И здесь указаны 3 IP-адреса, с портами соответствующими, видите. Это на самом деле IP-адреса наших подов. Вот эти поды engines, которые у нас запустил deployment. И что мы получаем в случае сервиса? То есть, если мы обратимся на IP-адрес вот этого сервиса, на вот этот 82, то попадем куда-то вот сюда.
Мы можем с вами попробовать, как это работает. Давайте я просто здесь IP-адрес скопирую. Значит, для того, чтобы проверить, как работает, мне нужно зайти на любую ноду кластера. Вот здесь у меня Ctrl нода 1. И дальше при помощи curl я просто обращаюсь к этому. Обратите внимание, я нахожусь непосредственно в самом кластере на сервере, да, на ноде кластера. Не на моей клиентской машине, которую вы видите только что, она ничего про этот IP-адрес не знает. А вот я нахожусь здесь в самом кубе. Ну и, соответственно, видите, я обращаюсь к IP-адресу сервиса и получаю в ответ что-то там нам выдает Nginx. Ну, видимо, HTML, Nginx, бла-бла-бла. В общем, знакомая картина. Теперь по поводу самих эндпоинтов. Дело в том, что есть такой объект endpoint. Да, в namespace work у нас это все находится. Значит, нам нужно взять объект. Можно написать endpoint, можно написать IP. И дальше смотрите, когда мы создаем с вами сервис, объект endpoint создается автоматически и имеет то же самое имя, как и сервис. Так вот, мы здесь берем endpoint соответствующий и видим, что да, есть такой endpoint, называется он, и он указывает, ну, вот эти вот дела. Здесь, правда, есть приписочка, что начиная с версии куба 1.33 и выше, endpoints является deprecated, то есть запрещен. И пользуйтесь на самом деле вот таким API. Вот обратите внимание, у нас endpoint, тут не показывается API, по-моему. Да, надо смотреть непосредственно YAML. Endpoint это версия V1. Да, кстати, вот же здесь написано V1 API endpoint. Вместо него можно использовать API Discovery K8s in-out V1 и endpoint slice. Честно говоря, для меня это новость. Я буквально вот начал снимать видео и узнал, что вот такая фигня. Да, не слежу за всеми релиз-нотами. Да, каюсь, грешен, не слежу. Endpoint slice. Но окей. Давайте посмотрим, что такое endpoint slice. Это же не сложно. Get endpoint slice. Итак, ух ты, ну практически то же самое мы с вами видим, только немножко по-другому рисуется здесь все. Мы видим, что у нас endpoints тоже показаны IP-адреса, но не порт напротив IP-адреса, а порт отдельно. Ну хорошо, допустим, возьмем, да, и имя endpoint, обратите внимание, отличается. Вернее, endpoint slice отличается от имени endpoint. То есть endpoint slice не соответствует имени сервиса. Давайте посмотрим, что такое endpoint slice. Мне самому интересно. У нас традиционно есть YAML. Скорее всего, он очень большой. И будем смотреть, что же у нас тут такое. Так. API version, Discovery V1, видим, где у нас kind. Kind где-то в другом месте. В алфавитном порядке, видите, идут поля. Kind, endpoint slice, отлично. Метадата, метадата нам знакома. Здесь у нас какие-то есть служебные аннотации, служебная информация, поля. Дальше labels автоматически создаются. Значит, берутся такие же labels, как у нас и у сервиса. И еще добавляется labels managed by. Соответственно, мол, типа endpoint slice controller. Помните, у нас контроллеры, везде контроллеры. То есть управляется endpoint slice соответствующим контроллером. Судя по тому, что я ничего не ставил дополнительно в кластере Kubernetes, это наш контроллер глобальный, который это общий контроллер, содержит endpoint slice контроллер. На самом деле endpoint slice были давно, но просто я на них внимания не обращал, как-то вводили постепенно. И дальше мы с вами видим традиционно уже знакомую нам owner reference, которая в некоторых манифестах есть. И здесь говорится, что у нас сервис вот с таким именем является хозяином данного endpoint slice. То есть endpoint slice всегда кому-то в нашем случае принадлежит. В самом конце мы видим порты, список портов. Ну, здесь все понятно, надеюсь. И самая вкуснота, самая ягодка находится вот здесь. Это массив endpoints, где у нас описываются самые endpoint. Ну, во-первых, адрес, node name, target ref. На самом деле вот это вот и вот это, оно было в самом endpoint раньше. Значит, здесь добавился раздел condition. То бишь состояние конечной точки. То есть готово, не готово, предоставляет возможности. Ну, ready и serving это очень похоже на readiness и liveness пробы. Вспоминаете, да?
А состояние terminating, скорее всего... А что я гадаю? Надо документацию почитать. Я потом почитаю документацию, потом в более продвинутых видео мы с вами это разберем. Просто мне самому реально интересно, что здесь к чему. Ладно, ну, грубо говоря, видите, да? То есть у нас есть указания на соответствующие IP-адреса наших подов. Что так, что эдак. Те же яйца на вид сбоку. Да, действительно, что-то я глубоко копнул. Давайте вернемся к более простым вещам. Смотрите, мы с вами получили доступ к нашему Nginx при помощи нашего сервиса. У нас сервис по принципу Round Robin будет раскидывать запросы, каждое новое соединение, каждому новому поду. Там внутри на самом деле находится банальное NAT-преобразование. Network Address Translation. Ну, вы должны знать, если вы сейчас меня смотрите, занимаетесь кубером, то что такое NAT, вы уж точно знаете. Вот, соответственно, по раунд-робину коннекты будут просто на разные поды по очереди подходить. Но мы с вами не можем получить доступ благодаря этому сервису снаружи, да, то есть из-за пределов кластера. Для того, чтобы у нас доступ из-за пределов кластера был, нам придется делать какие-то дополнительные вещи. Если вот оставить вот этот сервис, который у нас сейчас есть, а есть специальные сервисы, которые позволяют вывести наружу. Ну так, это далеко впереди. Так вот, если оставить тот сервис, который у нас сейчас есть, то для того, чтобы извне кластера получить доступ к нашему Nginx, мы должны будем с вами определить либо ingress, это специальный ресурс, который контролирует ingress-контроллер. Обратите внимание, еще раз, контроллер, ingress-контроллер. Или воспользоваться фишками, которые представляет Gateway API. Это то, что сейчас идет на смену Ingress потихоньку. Значит, про Gateway API и про Ingress видео у меня были. Ну, про Ingress потом в этом же плейлисте для начинающих будут видео. Они там же, вернее, есть, вы можете посмотреть потом, когда сидеть будете смотреть. А вот Gateway API, да, есть отдельная тема, есть отдельные видео, по-моему, 4 штуки у меня на канале, которые рассказывают про Gateway API. Он интересный, он интересный. Вот, но это потом. А что же делать сейчас? Сейчас в случае тестирования или каких-то, ну, чисто в тестовых вещах мы можем с вами воспользоваться так называемым port forward. То бишь у kubectl есть команда port forward, которая позволяет вывести на вашу текущую машину, отобразить на какой-то порт на вашей текущей машине соответствующий сервис, который где-то у вас в кластере Kubernetes. И вот простейшая команда, которая у нас есть, то бишь нам kubectl в namespace work, команда port forward, которая говорит, что сервис с именем MyFirstNginx, видите, мы здесь обращаемся по имени, но kubectl, насколько я понимаю, не умеет по лейблам обращаться. То есть мы говорим, что вот нам вот этот MyFirstNginx сервис, получить к нему доступ, на локальной машине открыть порт 8080, а вот на этом сервисе будет порт 80. Значит, выглядит это следующим образом. Вот это моя рабочая машина. Это я на ней сейчас работаю. Это не в кластере Кубера машина. Да, это Windows Services for Linux, ну, то есть виндовая машина, в ней VSL. Вот я в терминале запустил. Обратите, пожалуйста, внимание, этот терминал занят. Терминал занят. Для того, чтобы получить доступ к непосредственно уже к Nginx, к нашему сервису, вернее, к Nginx через наши сервисы, я должен буду при помощи curl на локальном хосту у меня на порту 8080 отобразился вот тот сервис. Ну и, пожалуйста, вот видите, я получил информацию от Nginx, который там есть. В это время эта команда работает, она не прекращает свою работу. Для того, чтобы выйти из нее, нужно Ctrl-C нажать. И, соответственно, порт forward у вас закроется. Такие же порт forward умеют делать другие инструменты. Та же самая линза. Вот эта самая линза, которую я все-таки рекомендую использовать в работе. Да, вот у нас есть некий сервис. Вот у нас порт. И вот у нас forward. Ну, поскольку линза у меня сейчас находится в виндовой машине, не в VSL, то, по идее, он должен открыть в винде. Ну и, соответственно, говорит, давайте я сразу браузер открою. Я говорю, давай. И вот, собственно говоря, обратите, пожалуйста, внимание, здесь уже немножко другой порт, он автоматически сгенерился линзой. И, пожалуйста, я получил доступ, соответственно, к тому Nginx, который там находится. Вот, соответственно, здесь stop remove, вот. И мы, соответственно, порт форвардинг отключаем. То бишь, вы можете получить доступ к вашим сервисам, несмотря на то, что не вводятся за пределы кластера, при помощи соответствующих инструментов. Ну что ж, это, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам про сервисы. Видео короткое.
Не без сути. Ну, у нас здесь самое начало, и глубоко в дебри влазить не надо. Для того, чтобы разобраться, как же это все устроено, нам придется разобраться с сетью в кубере. А это не сейчас, это будет чуть позже. Но для того, чтобы вот уже дальше начинать понимать, мы с вами уже имеем три основных компонента, которые у нас в памяти есть. Это под, деплоймент и сервис. То бишь у нас как приложение запускается, как приложение управляется, деплоймент, и как к приложению получить доступ. Это сервис. Вот три основных вещи у нас есть, и нам на данном этапе достаточно. А на сегодня все. Увидимся в каком-нибудь следующем видео.